Всем привет, дорогие мои! Мы находимся с вами в моем зимнем маленьком саду на лоджии. Здесь у меня растет кофе, фикусы, алоэ, нематантус. И все это создает весеннее настроение. Ведь как поется в песне «Сколько вьюге не кружить, недолговечны ее кабала и опала». И я вам сегодня расскажу о том, что я делаю с гладиолусами для того, чтобы они у меня выросли быстрее. А здесь у меня еще посажен кофе. И также поделюсь с вами радостью, как я посадила перцы, и они тоже проросли. Но обо всем этом вы увидите в ближайших моих выпусках. Итак, поехали! Итак, после того, как мы отмыли наши луковицы, просушили их, разложим их на бумажном полотенце, чтобы ничто не могло их вторично инфицировать. Такие страшные слова. Ну. Чем вам не операция? Надеваем перчаточки. С некоторыми луковицами работать небезопасно, особенно у тех, у кого аллергия. Хотя гладиолус не относится к ядовитым растениям, чтобы луковицы были неприкосновенные, мы все-таки примем некоторые меры предосторожности как для гладиолуса, так и для самих себя. Пусть немножечко подсохнут. Поэтому будем надеяться, что она оживет. Вычищаем хорошенечко черные места. Вот так. В остальном луковица не вызывает нареканий особых. Здесь были детки прикреплены, старые корешки. Тоже можно это место слегка очистить, чтобы не было риска загнивания. Луковицы можно замочить в слабом растворе марганцово-кислого калия. Тогда вы точно будете уверены, что она не пропадет. Ну, здесь, давайте это местечко тоже почистим. Вроде как бы оно выглядит зажившим. Ну, кто его знает. Вот так. А здесь вот неплохо заживила сама луковица, повреждения. В этом году почему-то их кто-то сильно поел. Но это, наверное, было еще в грядке. Я так полагаю. Так, вот эти вот пятнышки
Я думаю, тут нет ничего страшного, это все заживлено. Хотя на всякий случай можно и почистить. Теперь надо, чтобы эти места также слегка у нас подсохли. И будем обрабатывать. Обрабатываем тем, что у вас найдется под рукой. Очень неплохо зеленка, а также деготь березовый. Запах, конечно, от него, но это не страшно. Была бы луковица здорова. Итак, обработка. Вот бачок нашей луковицы. Замазываем зеленкой. Следующий. Здесь у нас донышко. Повреждение в районе донышка. И тоже укладываем подсыхать. Так, на этой луковице где-то было сбоку. Ну, вроде как она относительно целая. Так, а вот эти две луковички я предлагаю обработать дегтем. Взболтыхаем. Уже чувствуется запах дегтярный. Деготь очень полезное вещество, поскольку добывается из березы. А береза, как мы сами знаем, это целебное растение. Народный целитель многих поколений бабушек и дедушек. Итак, обрабатываем дегтем наши луковицы. Если вам приходится второй раз мочить палочку в бутылочке, то возьмите другой ее конец или поменяйте. Так, вот еще одна открытая ранка. При такой обработке наши растения скажут нам спасибо. И немножко зальем этот росток, который не состоялся. Так, и эта молодая луковица, у нее фактически нет повреждений. Ну вот и все, дорогие мои. Обработка закончена. Теперь луковицы должны подсохнуть, и мы можем приступать к посадке наших гладиолусов. Пока что предварительная посадка не в грунт, а для домашнего проращивания, чтобы они начали цвести в грунте раньше обычного срока. Итак, что делаем дальше с нашими луковицами, обработанными, подсушенными? Определяем их на передержку в этот контейнер. Это будет тепличка, которая позволит нашим растениям дожить до высадки в почву, пока не поднимется достаточная температура на улице. Подсыпали дренаж и размещаем на него наши луковички.
все верно. Это позволит росточкам расти прямо вверх. Вот так. Росточки будут расти прямо вверх, если они решат проснуться. И сверху присыпаем все это дело землей. Прямо вот таким вот образом. Земля в пакете несколько влажная, но это не помешает. Так, несколько спрессовалось, придется разбить. Ну вот, наши луковицы проснутся. И как только над поверхностью почвы появятся росточки, можно будет пересадить их в землю. Как раз к этому времени почва достаточно на улице прогреется, чтобы принять наши гладиолусы. Закрываем тепличку. И ставим в не очень жаркое место. Ну, то есть не под прямые солнечные лучи.